Чепушила, куда ты полетел? Ползаю, вы только посмотрите. Вот это челюсти, вот это просто... Капец, как эпично выглядит, а? Так, Титан у нас здесь живет. По крайней мере, жил. Но что-то пошло не так, куда-то переехал. Высокотехнологичный комплект проводов точно можно обменять на бутылочку воды, но ее у меня нет, поэтому на бутылочку еды я это могу сделать. Еще один фрагмент обломок корабля. Здесь я, кстати, не был. Вот она смыкается, посмотрите. И... черт тебя дери, а. Ну что ж, друзья. Сабнавтика снова с нами. И... давайте я немножко введу вас в курс дела. Так. В общем, короче, я здесь оказался на базе, на новой. Там, где разрушены руины инопланетян. Да, и вопрос, вы спросите, как же ты оказался снова здесь, если вроде бы мы договорились, что нужно будет вернуться в стартовый биом и, соответственно, там поискать различные чертежи и ресурсы, которых у меня не хватает для того, чтобы здесь полноценно развиться. Но я вам отвечу так. Если вы не знаете, почему я в итоге оказался здесь сейчас, но, посмотрите, у меня есть уже какие-то рецепты, чертежи для изготовления ребризера, к чему я, собственно, двигаюсь, а также есть кислородный баллон повышенной емкости. Я их нашел в итоге-то в стартовом биоме. Да, поэтому, если вы не знаете, что со мной случилось, сразу после того, как я вернулся в стартовый биом, и почему же я в итоге оказался здесь, в руинах инопланетных, пожалуйста, посмотрите, сейчас всплывет подсказка, 10-я серия без комментариев, там только один сплошной гринд и ничего больше, но, тем не менее, что-то интересное там произошло. Поэтому, если вы не смотрели серию номер 10, я настоятельно вам рекомендую это сделать, тогда вы поймете, что же случилось в стартовом биоме и почему я снова оказался здесь. Я не могу вам ответить, что я добыл абсолютно все ресурсы и чертежи, которые мне были нужны, но произошло то, что произошло. В общем, сейчас для изготовления ребризера мне потребуется, давайте с вами посмотрим, сетчатое волокно и системный чип. Да, и, к сожалению, насколько я успел понять, сетчатое волокно в биоме разрушенных инопланетных построек, его, я не спешу утверждать, что его прямо здесь нет, но, скорее всего, его здесь колоссально мало, искать его придется очень долго, поэтому самое простое решение все-таки вернуться опять в стартовый биом, набрать там необходимое количество ресурсов, а именно сетчатое волокно, а также мне потребуется еще и... пласталевый слиток у меня, по-моему, он есть, но мне нужен... обычный кислородный баллон, во-первых, изготовить, да, чтобы он у меня был. И мне нужен пласталевый слиток. О, вот это интересно. А, кстати, что я туплю? Я, по-моему, изготовил этот баллон. Так, давайте-ка с вами это посмотрим. Сейчас прям... да, высокая емкость у меня уже есть. Вот, я, видите, забываю. Так, в общем, короче... давайте с вами действительно поймем. Для изготовления кислородного баллона, точнее ребризера, самая главная сейчас проблема — это изготовление ребризера. Мне нужно сетчатое волокно. Для этого мне потребуется много сетчатых волокон и волокнистой ткани. Так, сетчатое волокно, давайте посмотрим, как мы готовим. Да, волокно и концентрированная кислота. Концентрированная кислота у нас готовится из золота и, по-моему, из серы, да? Она готовится здесь, в переработчике. Так. Нужен рецепт. Изменить рецепт. Так, вот. Вода из волокнистой ткани нет. Концентрированная кислота. Сера и золото, да, все верно. Так, ну и слабая кислота — это РН кислотогенный. Она мне тоже может потребоваться чуть позже. Так, ну и, собственно, да, пока у меня этого всего нет. Зато есть серебряные слитки, есть свинец, есть титан,
есть литий, из которых я могу... Что это такое было? Что это за звук? Звуки странные, пугающие немножко. Ну да ладно. Так, где у меня был пласталевый слиток? Это еще нужно поискать. Медных слитков у меня просто очень много. Так, ну и по-моему, пласталевый слиток у меня оказался как раз таки в стартовом биоме, я надеюсь. Давно, честно признаюсь, не был в Сабнафтике. Вот, и, конечно же, когда играешь параллельно в несколько игр, сразу начинаешь что-то дозабывать. Так, есть инструмент строитель. И нам здесь нужен Целестин, который тоже у меня отсутствует. Ладно, в любом случае, сетчатое волокно сейчас является приоритетом, потому что без вот этого самого ребризера дальше здесь очень сложно вообще мне выживать, потому что этот биом, он очень глубоководный. Конечно же, головастик спасает, но и головастик нужно прокачать. Именно для этого я модификационную вот эту вот поставил станцию, чтобы различные улучшения давать. Здесь у меня есть различные био-модификации. Вот, но пока это мне не помогает. И смотрите, кладка яиц глубокрыла. Это я добыл как раз-таки в прошлой серии. Так, есть слабая кислота. Ну и, собственно, все. Несколько энергоячеек, аккумуляторов, аптечки, пару штук, еда, вода. Чисто, чтобы доплыть до стартового лагеря. И, да, будем там с вами уже смотреть по ситуации, что будет происходить. Так, системный чип. Нужно ли мне его взять? Наверное, нужно, но это я готовил головастика и рецепт закрепил, потому что мне их пришлось здесь готовить достаточно большое количество. Так, в любом случае есть у нас несколько новых рецептов. Прожекторы, контейнеры, всякие улучшенные ласты, которые я еще должен буду, по-моему, изготовить. Но ласты я тоже просканировал. У меня сейчас они обычные. Вот, но вроде бы обычные. Да, обычные ласты у меня. Но есть чертежик по поводу улучшенных. Вот, но как их сделать, пока непонятно. Я их еще не до конца открыл, потому что, да, мне требуется еще 2 фрагмента. Что ж, пока вот так делаем какие-то улучшения. По крайней мере, пытаемся. Что ж, я думаю, что вполне себе можно сейчас отправиться в стартовый биом. Главное сразу таки не нарваться на Левиафана. А он здесь есть, поверьте мне. Попробуем поэтому протиснуться около поверхности. Есть мнение, что если пройти этот биом у поверхности океана, есть немалый шанс, что Левиафан не схватит меня, так как у поверхности он не действует. Но поскольку я супер везучий выживальщик, меня это правило может не коснуться. Оп, сюда лучше не заходить. Потому что здесь меня сожрали дважды. Да, звуки страшные намекают о том, что Левиафан где-то рядом может быть вообще легко. А справа в запретной зоне могут быть еще несколько Левиафанов, с которыми я уже познакомился в прошлых сериях. Совершенно точно не намерен я изготавливать еще несколько головастиков, поэтому мне бы здесь откиснуть не хотелось бы точно посреди этого путешествия. Но надеюсь, что 400 метров до лагеря номер 1, и мы как бы сможем это расстояние преодолеть сейчас достаточно безопасно. Хотелось бы в это верить.
Да, косяк рыб намекает на то, что мы уже близко к биому. Да, и это путешествие мы с вами прошли безопасно. Что ж, это хорошо. Значит, здесь мы корректируем курс. И можем отправиться прямиком в спасательную капсулу. По крайней мере, в ее сторону, потому что там у меня находится моя база. Сейчас посмотрим, какие есть запасы на моей основной базе в стартовом биоме. Надеюсь, что там есть тот самый необходимый мне пласталевый слиток, например. Так, здесь я уже все посмотрел, активировал. Вот это только не активировал. Сейчас заберу это с собой, чтобы это не было. Титановый слиток. Замечательно. Вот эти ребятки меня достают периодически, особенно если я иду с включенным прожектором, потому что им это явно не нравится. Но я заметил, что если прожектор в темное время не использовать, то они как будто бы меня пропускают, не замечают. Что ж, и вот я здесь. Возвращаюсь на свою базу. Так. Стыкуем головастика. Смотрим, можем ли мы, во-первых, его отремонтировать. Я думаю, что да. Ремонтный инструмент. Да, повреждения незначительные. Ну и хорошо. Давайте тогда посмотрим, что у меня здесь вообще есть. По ресурсам, которые непосредственно здесь находятся на базе. Итак, я сразу делаю точку печати здесь, потому что не хотелось бы в случае непредвиденной ситуации вернуться на зону руин инопланетных, а головастик останется здесь. Так, хорошо. Соответственно, есть определенный план. Слитки. Так, здесь куча кварца. Серебряный слиток тоже у меня имеется. Вот, и здесь есть аккумуляторы. Так, энергоячейка здесь заряжается. Это я строил в прошлой серии. Прекрасно, но сдается мне, что пласталевого слитка я здесь не найду. Это плохо. Так, есть резина у меня, да? Угу. Так, есть золото, но нет, судя по всему, серое. Есть волокнистая мякоть. Так, медный слиток и соль. Золото у меня достаточно, кстати, неплохой здесь запас. Но нет серы, а это означает, что нам придется двинуться, видимо, в биом, где есть повышенные температуры, чтобы эту серу, собственно, добыть. Потому что в другом месте она не вводится. Так, значит, посмотрим еще раз. На ребризер, сетчатое волокно и системный чип. Сетчатое волокно нам нужно изготовить. Для этого нам нужно волокно и концентрированная кислота. А концентрированная кислота волокно делается у нас из волокнистой мякоти. Хорошо, тогда смотрим еще раз. 2 сетчатых волокна нам требуется, а здесь нужно 2 волокнистые ткани. Соответственно, нужно много волокнистой мякоти. Что ж, давайте тогда этим и займемся прямо сейчас. Я думаю, что для добычи волокнистой мякоти мне потребуется мультитул. Что ж, так, посмотрим, где это можно добыть. Возможно, вот здесь. Да. Горгон-хлыстовик с радостью решил поделиться с нами этим важным для нас в данный момент ресурсом. И, кстати, вот этого паренька нужно забрать. Так, ну и еще заберу на всякий случай, потому что может пригодиться. Так, инвентарь заполнен, да? Понятно. Да, я забился. Ну что ж, возвращаемся, чтобы разложить все ресурсы. Так, в темноте немножечко я забываю путь домой. А вот он.
светится здесь издалека. Так, хорошо. Значит, волокно нужно изготовить на все бабки, так сказать. Так, запасы пресной воды необходимо пополнить. Об этом нам напоминает КПК. Что ж, с ним не спорю. Пью воду. И нужно будет сейчас позаботиться о еде, в том числе. Так, значит, вот этого паренька мы можем изготовить. Это нам позволит немножечко сократить голод. Да, но сейчас мы и о воде с едой тоже позаботимся. Так, здесь в контейнере пусто. Я вот только единственное боюсь, не оставил ли я пласталевый слиток здесь. В таком же контейнере, который у меня был в руинах. Я мог вполне себе забыть и сделать это. Но ладно, поскольку все равно мы двинемся сейчас в ближайшее время в сторону температур, биом, горячий биом, назовем его так. За серой мы туда отправимся и, возможно, немножечко золота добудем. Значит, соответственно, мы, поскольку уж туда придем, можем подобывать там и литий, который совершенно точно я видел в пещерах. А это означает, что пласталевые слитки у меня будут в доступе, потому что они, по-моему, готовятся как раз-таки из лития. Давайте посмотрим, можно ли здесь посмотреть эти чертежи. Возможно, что и нет. А вот есть слитки, да. Давайте посмотрим. Пласталевый слиток. Титан плюс литий. Да, все верно. Литий 1, титана 2 куска. Но с титаном здесь проблем нет в стартовом биоме, совершенно точно. Так, тогда, пока ночное время, выдвигаюсь на охоту. Здесь поймаю несколько ребят. Раз, один пошел. Еще один здесь. С наручами удобнее намного. Так, вот здесь еще ребятки есть. Они тоже в пищу могут быть употребляемы. Так, но они достаточно быстрые, ребята. Поэтому за ними придется погоняться. Так, ну и хорошо. Значит, тебя еще можно забрать. Есть еще места. Есть еще места в инвентаре для как минимум 4 джентльменов, слизняков водяных, которые дадут мне возможность изготовить питьевую воду. Кстати, я, по-моему, прокачал способность использовать их напрямую и регенерировать больше воды, если я их просто съедаю. Но тактика просто съедать слизней не очень хорошая, потому что все-таки готовить из них реально воду намного эффективней. Это я уже понял на собственном опыте, так сказать. Так, ну и хорошо. Значит, сейчас с едой и водой у нас проблем не возникнет больше. Так, сразу занимаемся приготовлениями пищи. Так, хорошо, с едой полный порядок. 4 бутылки воды сейчас будет изготовлено. Так, прекрасно. Не то чтобы я прям идеально запакован в плане еды и воды, но это в любом случае уже не 0. Запасы имеются, титановый слиток. Кстати, можно его, наверное, убрать, что ли, не знаю. Почему я его везу с собой? Как будто бы он мне был для чего-то нужен. Ладно, об этом я смогу уже узнать, конечно же, чуть позже. Так, резервная энергосистема у нас здесь есть. И давайте-ка
Посмотрим, возможно, я могу достроить. Германиевый слиток мне для этого нужен. Его у меня нет. Германиевый слиток. С чего же он готовится? Германии из серебра есть. И есть Германии свинца. Так, свинца у меня вроде бы было в достатке, но, к сожалению, по-моему... А нет, вот он, свинец. Я могу сделать Германии из свинца. Ну, я не знаю, насколько мне нужно сейчас достраивать эту штуку, но я вот не очень... Мне нравится идея, что у меня здесь есть что-то недостроено. Титаны, медные провода. Это у нас здесь все... Присутствует медь, целестин. Что такое целестин? Я уже, если честно, забыл, где я его находил. Ладно, значит, здесь мы можем что сделать? Настроить переработчик и рецепты Германии из свинца. 4 свинца у нас присутствует. Мы можем его здесь сделать. Так, хорошо. За пару минут он будет готов. Но ждать я его не хочу. Что еще можно сделать? Еще набрать водяных слизней, потому что с водой чуть хуже ситуация, чем с едой. Но и еду можно тоже здесь подсобрать. Вот еще джентльмены здесь развлекаются, чилят. Их мы забираем. Очень странный артефакт сегодня я наблюдаю, посмотрите. Вот эти вот прогрузки, текстуры. Что-то произошло, игра обновилась. И теперь я наблюдаю какие-то проблемы с графикой. Кстати, был у меня интересный эксперимент тут на выходных. Я поставил себе на отдельный жесткий диск систему Linux Fedora. Ну вот, совершенно спокойно накатил туда драйвера под свою карту NVIDIA. Поставил Steam, запустил Subnautica и удивился, насколько круче, быстрее и плавнее работает игра. И даже появились функции генерации кадров DLSS, которые у меня на Windows, кстати, нет. Что удивительно, конечно же, потому что я слышал про то, что некоторые Linux-системы действительно работают быстро, но не думал, что вот так вот с первого раза будет настолько заметно. Что ж, да, вот. Еще одну бутылочку воды можно выпить. Вот эти вот светящиеся штуки можно выложить сюда. Так, ну и соответственно, что-то есть можно тоже, но вот так я это сделаю. Наверное, так будет логичней. Слотов немного, поэтому зачем-то я это выпил, хотел выложить. Ладно, выложим, наверное, сюда куда-то еду. Но здесь тоже места немного. Медный слиток, высокотехнологичный комплект проводов. Так, у нас готов германиевый слиток. И сейчас давайте попробуем, сможем ли мы достроить. Да, мы достраиваем. Все, 2 системы включено. Это начинает зарядку. Поэтому даже в случае каких-то нештатных ситуаций мы сможем спокойненько это все дело произвести. Вот здесь я не понимаю, что я здесь построил. Это же переработчик? По-моему, это переработчик. Зачем я его сюда поставил, если он у меня здесь есть? Странный я персонаж все-таки. Так, значит, здесь титан, медный провод. Ну, медных проводов у меня нет. Поэтому биолабораторию я здесь поставить не смогу, но она как будто бы мне сейчас пока не нужна. Так, здесь... Странно, это включено, но это выключено. Вот так. Таким образом мы, наверное, можем просто поправить ситуацию с потреблением электроэнергии, да. Но у меня здесь ее как будто бы с достатком, с большим запасом. Посмотрим, что будет здесь. Здесь ничего нового по факту нет. Что ж, ну и тогда, в случае того, что я волокнистую мякоть-то изготовил, да, она у меня есть. Теперь мне нужно сделать сетчатое волокно. Сетчатое волокно мне нужно, у меня волокна дофига, а концентрированной кислоты как бы и нет. Я сейчас, конечно же, изменю рецепт. Попробуем концентрированную кислоту здесь готовить, но золото мы заполнили, а серы нет. Значит, мы совершенно точно сейчас с вами прямиком отправляемся в горячий биом.
Здесь вот так я прохожу, но опасаюсь крабов. Так, и вот мы входим в зону повышенных температур. Сразу можем нырнуть в первую попавшуюся пещеру, потому что совершенно точно там найдем мы литий. Но не только литий нам нужен, также нам нужна и сера. Возможно, это она. Да, это сера. Где-то здесь она есть еще. Поэтому аккуратненько смотрим. Смотрим по вот этим обрастаниям. Титан здесь тоже присутствует. И золото, конечно же, тоже. Так, я пока поставлю себе излучатель на первый слот. Так, ну я понял, что они заполнены. Мне бы как бы их нужно бы поменять. Это, судя по всему, кварц. Так, это кварц, но как бы он мне был, как будто бы и не нужен. Так, ну и тогда опускаемся с вами, ныряем прямо в эту пещеру за литием. Вот он самый литий. Так, забрали его. Так, он у нас один. Да, не густо, конечно же, прямо скажем. Но да, все же лучше. Прямо у входа. Не знаю, сколько мне еще лития потребуется. Высокий риск перегрева, но ничего страшного. Мы подготовлены к таким температурам. Совершенно точно. И вот здесь есть еще один. Я его, конечно же, забираю. Так, но он ко мне не придет. Потому что нужно съесть. И тогда он ко мне придет. Совершенно точно. Так, 2 куска лития у нас есть. Нужно ли еще? Я думаю, что вполне себе имеет смысл его собрать. Так, только я не понял, куда он провалился. Такое ощущение, что сквозь текстуры он ушел. Блин, это обидно. Это обидно. Куда же он пропал? Так, ладно, тогда нужно будет сделать так. Сразу освободить слот. И вот тогда он у нас собирается. Но, блин, конечно же, жаль, что я потерял его. Так, и что вот это? Интересно мне. Ладно, придется что-то выкинуть. Например, выкинем кварц. Возьмем мультитул, как и советует игра, и попробуем добыть. Волокнистая мякоть всего лишь навсего отсюда добывается. Ну, как я и говорил, что в стартовом биоме и, видимо, в том числе и в биоме повышенной температуры нет никаких проблем с волокнистой мякотью. Так, здесь есть контейнер, но он пуст. Есть титан, но мне он не нужен. Что ж, вроде бы программу минимум я выполнил. Литий вот здесь еще есть. Я его все-таки нашел. Без него я точно никуда не уйду. На кварц сейчас мне не приоритет, поэтому забираю литий. И возвращаемся с вами на базу. Так. Здесь наверх? Нет, не здесь. Вот в этих пещерах всегда есть шанс заблудиться. И я точно это сделал. Я ведь поднялся прям непосредственно. Здесь снова литий и снова медь. Да, вот он выход. Есть здесь еще сера. Имеет смысл ее забрать? Я думаю, что да. По крайней мере, кварц. Еще один я выкинуть могу. Да. Оп. Собрали. Прекрасно. Что ж, теперь совершенно точно возвращаемся домой.
Очень нравится инертное управление головастиком. В отличие от управления, когда я просто плаваю сам вручную, там как-то больше рывков получается, но это я связываю в том числе и с производительностью игры. Ну вот с головастиком же все плавно, очень красиво получается. И это меня радует. Так, здесь снова кварц, огромное месторождение титана. Кварц, титан и снова кварц. Так, хорошо, но мне пока кварц в таком количестве не нужен. Да, кстати, с модификацией головастика нужно серьезно поработать, потому что ниже 250 метров я не могу опускаться. Головастик начинает сильно получать сильные разрушения. Так, здесь... Это мне уже не надо, я сканировал его. Да, и, соответственно, я не могу опуститься ниже 250 метров. Дальше вплавь. Без ребризера вообще туго. В общем, короче, сильно мы по глубине погружения ограничены. Ну и с этим вопросом нужно будет, конечно же, разобраться, установив определенные модификации. Так, стыкуемся. Стыкуемся и выходим. Так, хорошо. Есть, соответственно, вариант изготовить нам сетчатое волокно. А для начала концентрированную кислоту. Что ж, загружаем переработчик. Кислота сейчас будет готова. И тогда можно будет волокнистую мякоть изготовить. Волокнистую ткань. Так, но пока это готовится, давайте посмотрим, что еще для ребризера будет нужно. Сетчатое волокно. 2. О, 2. А я-то серый взял сколько? Красавчик я такой. Ну, серый еще есть. Соответственно, и золото есть. То есть я могу теоретически сделать еще одну концентрированную кислоту. Так. Загрузить еще. Так, ну думаю, что дело в шляпе, ребризер уже практически у нас. Вот с ластами бы, конечно, разобраться, потому что они мне тоже помогут. Не всегда здесь приходится двигаться, получается двигаться с помощью наручей, поэтому и улучшенные ласты тоже здесь пригодятся, потому что в этой игре любые средства хороши. Так, вот уже одна готова. Сейчас мы ее заберем. Так, и давайте-ка с вами посмотрим, где у нас есть еще место под литий. Парочку сюда можем забить вполне и оставить вообще в целом на этой базе, потому что, ну мало ли, я не уверен, что мы прям практически полностью, окончательно, бесповоротно после ребризера и всех остальных чертежей переедем на ПМЖ, так сказать, в биом разрушенных инопланетных построек. Я думаю, что мы сюда еще вернемся. Вполне возможно. Так, ну и что? Сейчас будет готова кислота. Уже почти процесс закончен. Да, все. 2 бутылки у меня в кармане. Соответственно, я могу изготовить... Так, еще раз. Сетчатое волокно 2 и системный чип мне нужен тоже. Так, сетчатое волокно делаем. 2 единицы. Готово, классно. Системный чип. Я его оставил, походу, да? Мне нужен комплект проводов. Для этого мне нужен медный провод, а для медного провода мне нужна медь, как это ни странно бы звучало. И неужели у меня нет системного чипа? Вот это да. Что ж, тогда без вариантов отправляемся на поиски меди. Благо дело, медь здесь найти чуть проще, чем все остальное. Я помню, как в первых сериях я страдал от нехватки серебра. Невозможно было продвинуться дальше по сюжету, но серебро не хотело ко мне приходить. Сейчас же все это дело, еще раз напомню вам, пофиксили, и, конечно же, серебром теперь вообще полный порядок.
Его можно добывать совершенно спокойно. Так, здесь кто-то пытается кислотой своей брызгать, но нам это вообще не важно. Так, единственное важно, где же медь. Так, где-то здесь она должна быть все-таки. Есть титан. Но нужна медь. Снова эти трое достают меня. Вот, кстати, и серебро. Сюда опускаюсь, надеюсь, что найду медь, но пока вижу только серебро. А вот и медь. Вот и медь. Чик. Забираем ее. Снова используем для этого, для этой жилы наш замечательный звуковой резонатор. Так, наверное, имеет смысл уже поесть, попить, освободить, так сказать, место. Медь забрать. Здесь есть еще огромная жила. Так, ее забираем. Ее снова не хватает, но что поделать? Выкинуть больше я здесь как будто бы ничего не могу. Волокнистую мякоть надо было выложить, так же, как и слабую кислоту. Что ж, ладно, здесь можно запомнить, что это лежит. Оно здесь не пропадет, и вообще в этой пещере меди очень много. Ну и хорошо, помимо меди здесь есть еще и серебро. Значит, германиевые слитки здесь можно изготовить в огромном количестве. Так, ну и тогда сейчас смотрим, где, что, куда. И возвращаемся домой. Запас кислорода значительно увеличился, конечно, с этим улучшенным кислородным баллоном. Но это не значит, что мы здесь безответственно можем плавать без остановки. Приходится все-таки всплывать. Так, хорошо, мы дома. Давайте посмотрим, что мы можем разложить. Здесь все забито под завязку. Здесь места еще и имеются. Я, пожалуй, сложу сюда слабую кислоту. Наверное, и энергоячейку нет, не уверен. Возможно, она мне пригодится, и причем пригодится для каких-то действительно нужных мне ресурсов. Так, системный чип мы можем изготовить. Для этого мы делаем медный провод. Комплект проводов и системный чип. Хорошо, значит, тогда сетчатое волокно у меня имеется, и системный чип в количестве одной штуки тоже. И я поздравляю вас, друзья, ребризер у нас. Ребризер поглощает углекислоту из выдыхаемого воздуха и перерабатывает ее в кислород. Что ж, мы сделали большое дело. Теперь у нас есть ребризер. Улучшенный кислородный баллон высокой емкости. Стандартные пока обычные ласты, но с ними нужно будет, конечно же, в ближайшее время разобраться. Так, что ж, здесь есть еще место. Что я могу сюда сложить? Ну, наверное, мякоть я могу сюда сложить, да? Наверное, да. Так, и здесь все забито в любом случае. Здесь есть еще места. Медь. Я точно могу здесь оставить, потому что даже если я вернусь в инопланетные руины, там есть огромная пещера с большими залежами меди. Так, волокно у меня здесь присутствует, кстати. Хорошо. 2 слитка лития с собой на всякий случай я везу. Ну и как бы уже вроде все в порядке. Единственное только вот разобраться бы мне с этой штучкой. Есть медь и 2 целестина, да, целестин. Где же мне найти целестин? Давайте-ка почитаем, возможно. База данных. Возможно, мне здесь удастся что-то найти, хотя, конечно, без функции поиска. Это очень тяжело сделать. Так, биореактор, терминал энергоячеек. Это я все уже построил, кстати. Так. Целестин, да, ну вот. Сульфат стронция. Кристаллизированный минерал, богатый стронцием. Целестин быстро растворяется в морской воде, но некоторые микроорганизмы синтезируют его для утяжеления тела или защиты. Местные залежи образованы их скелетов на месте бывших колоний. Вероятно, колонии живут на источниках стронция, пока те не иссякнут. Элемент 38 – это мягкий, химически активный металл,
применяемые в радиоизотопной энергетике. В местном стронции много стронция-90. Кстати, крайне радиоактивного остеотропного изотопа, губительного для людей при долгом воздействии. Стронций-90 образуется только в процессе ядерного деления. Оценка не есть. Блин, оценка не есть, это все классно, вы бы рассказали, где его добыть. Где его добыть? Ведь я его где-то видел. Блин. Не прикольно. Хотелось бы мне, конечно же, как-то узнать, что да куда. Так, ячейку эту я здесь оставляю. Включаю. Пусть заряжается. Ну и как будто бы здесь мне больше делать нечего. Здесь куча просто кварца. Так, здесь у нас есть серебряный слиток. Внезапно. Да, ну... В принципе, смотрите, какая ситуация. Здесь, на стартовом биоме, конкретно делать мне больше особо и нечего. Соответственно, нужно понять, имеет ли, наверное, смысл вернуться назад туда, в инопланетные постройки. Да, имеет смысл это, наверное, сделать вполне себе. Так. Я здесь по окрестностям пока поскитаюсь, пока темное время суток. Потому что в одной из прошлых серий, серии 10, я здесь обнаружил интереснейший объект. И нет, это не моровой цветок. С ними здесь мы практически разобрались. Все эти улучшения я уже получил. Разбей, вылечи. В смысле, что ты кричишь? Я же уже все сделал. Это уже разбить нельзя. Это является частью, но странно, что оно, кстати, не исчезло. Здесь мы тоже уже были и все это осматривали. Детки болеют, говорит нам Вандер, но она не права. Детки уже давно не болеют. Ладно, в любом случае здесь я время тратить не хочу совершенно, у меня нет никакого желания этим заниматься, потому что все мы уже здесь сделали. Уходим отсюда. Еще бы мне, конечно же, найти чертежи улучшенных ласт, но я не уверен, что здесь я смогу это сделать. Конечно же, можно на пещеру за пещерой просто каждый квадратный миллиметр здесь изучить, но времени на это уходит колоссальное количество, причем ребризер я как раз-таки нашел не в стартовом биоме. Чертеж ребризера я нашел как раз-таки в инопланетных развалинах. Так, здесь снова край. Заплыть туда можно, но мы получаем, во-первых, предупреждение. А во-вторых, если туда дальше поплыть, Левиафана мы там встретим, который рад нам не будет.
Поэтому двигаюсь я здесь аккуратно. В любом случае здесь особо ничего нет. Есть одна точка, где можно найти упавший корабль. Туда вниз спуститься. Я это делал. Делал я это, правда, не на режиме выживания. Вот, но не сказать, что там что-то прям очень интересное для себя я обнаружил. Ой. По крайней мере, побывал я там буквально несколько минут и свалил. Так, вот здесь есть старые раковины крабов. Вот, собственно, этот один из фрагментов инопланетного корабля. Нашего, точнее. Корабля наших собратьев. Инопланетных исследователей. Который разбился на этой планете. Собственно, почему здесь куча различных колоний образовалась, которые также попытались выжить, но не у всех получилось. Так, снова здесь Титан. Здесь тоже я все уже излазил. Еще один фрагмент, обломок корабля. Здесь я, кстати, не был. Да, здесь я не был. Я слышу черный ящик. Так, ну что ж, значит, имеет смысл это все исследовать. Берем сканер. Литий внезапно здесь, на столе. Об этом вы писали, но нашел-то я его для себя непосредственно вообще в другом месте. Поэтому, да, круто, подтверждаю, он здесь действительно есть. Так, однако, есть вот эти обломки, в которые я, конечно же, могу заплыть. Я обязательно это делаю, потому что вот он. Черный ящик, который здесь пищит. Дубль раз, дубль два, вечные страдания. Запись в журнале добавилась. И еще что-то добавилось ко мне в инвентарь. Так, сканирование, переработчик. При повторном сканировании предметов, которые я уже сканировал ранее, мне добавляются ресурсы. Так, вот еще инфокарту мы берем. Так, ну и все. Сигналов больше нет. Так, складской контейнер тоже дает нам второй чертеж, и мы теперь его можем строить. Конечно же, он мне не нужен. Равно как и вот эти вот картинки. Это все чисто украшалки. Ну и здесь, по крайней мере, я уже никуда пройти не могу. Хорошо, при этом я забил свой инвентарь. Здесь есть кварц, большое количество кварца. Есть вот это вот, как она называется, я сейчас ее просканирую. Погружной подъемник. Не помню, для чего он нужен. По-моему, что-то связанное как раз-таки с ресурсами, что можно выставить этот погружной подъемник, и он будет добывать ресурсы. И вот, собственно, да, ради чего я здесь ползаю. Вы только посмотрите. Вот это челюсти. Вот это просто капец, как эпично выглядит, а? Ну, круто же, да? Так, ладно, я это на самом деле видел. Собственно, в 10-й серии-то вы узнаете, чё к чему. Собственно, спойлер, что я сдох там.
Конечно, мое любопытство превысило мою осторожность, инстинкт самосохранения, и я переоценил свои возможности. Так, однако, здесь вот медузы противные, которые мне мешают, но да ладно, надеюсь, они меня не будут сильно бить. Так, есть светильник, но прохода нет. А вот здесь есть проход. Давайте посмотрим, что мы там можем с вами узнать. Так, заходим. Здесь много всего, посмотрите. Снова ребризер. Так, есть еще что-то. S-образная полка. Так, теперь она мне открыта. Здесь есть записи. Наима, меня убили. Это нам нужно будет еще прочитать. Так, здесь не работает, обесточено. Так, выносливость повышена, вместимость инвентаря повышена. Так, и сканирование биокапсулы тоже можно провести. Так, титан залетает. Фрагмент головастика. Здесь, оказывается, тоже лежал. Снова нам дают титан. Я забит полностью. Напольный шкаф. Это у меня все уже есть. Ну и как будто бы все, да, здесь больше я ничего не могу делать. Да, хорошо. Увеличили немного мы вместимость инвентаря. Возможно, еще несколько, наверное, вот этот ряд можно будет добавить. И это, наверное, будет, судя по всему, моя догадка окажется верна. Это будет финальный вариант инвентаря, который можно сделать. Так, аккумулятор. Снова титан. Но, возможно, и не титан. Возможно, просто я его просканировал и конец. Так, что здесь есть? Комплект. Медный провод здесь есть, и я его с легкостью могу обменять на бутылочку воды. Так, и вроде бы получается, что все. Высокотехнологичный комплект проводов точно можно обменять на бутылочку воды, но ее у меня нет, поэтому на бутылочку еды я это могу сделать. Так, выделенное ядро открыто мне. Что-то новое. Так, здесь есть ласты, но не даются они, не поддаются сканированию. Жаль. Хотелось бы, конечно же, еще один фрагмент хотя бы найти. Один. Так, инвентарь, титан. Не могу взять, но... Ну и ладно. Титан не столь важный ресурс. Есть даже камера на входе. Так, что ж, здесь хорошо мы с вами зашли. Так, в инопланетные развалины пока не идем. Давайте-ка вернемся. Жаль, нет у меня с собой маяка. Я бы здесь оставил маяк, чтобы эту раковину уже не искать, не бегать как сумасшедший. Вот тут внизу еще что-то есть. Можем это отсканировать, но это фрагмент головастика. Кто-то здесь откис. И это нам не даст ничего, кроме титана, скорее всего. Да, титан, который взять я не могу. Потому что у меня его и так уже очень много. Ну, если только один. Ну да и он мне не нужен. Ладно. Так, возвращаемся к этой раковине. Она хищная, злобная. Поэтому здесь действовать нужно очень аккуратно. Там, если видите, мигает черный ящик. Отгадайте с одного раза, чей он. Возьму на всякий случай с собой наручи. Так, да, вот они мои, собственно, литий. Так, бутылку воды я взял. Давайте ее выпьем. Главное не побеспокоить ее. Есть батарейка, металлолом. Ну, я возьму литий, потому что он ценнее. Жаль. Жаль, не могу. Сейчас я... Ну почему? Я могу выкинуть титан к чертям собачьим. Он мне ведь реально не нужен. И тогда... я могу спокойненько... Это я не заметил, кстати, вы посмотрите. Наима, личный вопрос. Если ты видишь, что рыба полумесяц кувыркается как сумасшедшая, что это, по-твоему, физкультура, репетиция побега, выделывание перед приятелями? Должна же быть причина, так? Когда мы видим некое поведение, мы задаемся вопросом, адаптация к чему это оно служит? Или это здравый научный подход?
А, да, Чап просил передать, чтобы ты пореже обнулялся, на тебя уходит слишком много жижи. Так вот, мы теперь и узнали, что есть некая жижа, с помощью которой они производят печать. Это интересно. Так, забираю литий. И еду тоже можно забрать. Так, хотелось бы, конечно, еще аккумулятор тоже забрать. Блин, ну делать нечего. Ну, титан придется выкидывать. Ну, все. Все, весь титан долой. Это мы все найдем. Мне вот это забрать, свое барахло, гораздо важнее. Так вот, зачем я пришел? Есть у меня здесь неслабая догадка о том, что это Целестин. Ребятки. Это означает, что нам здесь это очень надо. Портативный кислородный генератор есть. Но забрать его, это прям событие, потому что нужен резонатор. И увалим отсюда быстро. Уходим, потому что она может проснуться. Еще один головастик, отгадайте с одного раза, чей он. Так, я, пожалуй, его тоже заберу. Второй док можно будет подготовить и забрать его. Так, хорошо, значит, не отвлекаемся. Что я забрал? Целестина я здесь не вижу. Ну что-то ведь я забрал. Я же должен был что-то забрать. Не мог же я не забрать ничего. Это странно. Так, ладно, на 30 секунд. Надо подышать. Блин, почему? Я же вот реально что-то забрал оттуда. И при этом здесь нет ничего в инвентаре у меня. Так, ему здесь плохо, реально. Он пострадал. Так, вот сюда залезть я, конечно, могу, но это дико опасно будет, ребята. Это я уже проверил на своей шкуре. Как только уничтожаются вот эти вот перепонки, перемычки, что это такое? Эта штука начинает просыпаться. Я бы не хотеть это сейчас проверять еще раз. Так, ладно, я дышу. И попробуем. Вот она смыкается, посмотрите. И... черт тебя дери, а. Как-то я близко подошел. И мне головастику потребуется некая ремонтная процедура. Нормально. Так, ну окей. Плываем на безопасное расстояние. Потому что с тем головастиком, видимо, произошло примерно то же самое. Так, еще раз. Какая ты противная, а. И эта перемычка восстановилась, да, судя по всему? Ну и как мне в тебя залезть-то, а? Но он не собирается реально, то есть я его сейчас разрушил, и ничего мне не добавилось.
Это вот эти ребятки плавают, да. Создаете мне тут саспенс. В общем, они здесь двигаются. Забыл их название. Рассыпая здесь своими яйцами. Ну и, соответственно, некоторые из них можно собрать. Но вот на данный момент я бы хотел собрать вот этот вот Целестин. Короче, восстанавливает она полностью все эти волоски свои. И я не знаю, как туда попасть. Там есть и волокна. И этот самый Целестин. И почему-то я его не собрал, несмотря на то, что ровно два шарика этого я раздолбал своим резонатором. Ладно, что ж, вернемся еще к этому. Сейчас в любом случае инвентарь забит, и надо будет двинуться. Так, мы... Значит, спасательная капсула на север-северо-восток. Значит, юг-юго-восток от нее. Где-то примерно 350 метров. Так, стыкуемся и давайте-ка заодно, раз уж я в этом доке, посмотрим. Есть стыковочная шахта, есть изготовитель транспорта. Но это изготовитель, мне нужен модификатор. Но модификатор, к сожалению, это совершенно другая постройка. Давайте посмотрим, что я могу. Так, инструмент строителя, выбираем его. Так, внутреннее, внешнее. Аккумуляторы, станция сканирования. Обнаруживает ресурсы, затонувшие аппараты и строения, а также аномалии в ограниченном радиусе. Расходует много энергии. Не уверен, что она мне нужна, но как будто бы тоже выглядит интересно. Биореактор. Хорошо. Прожектор, стандартные элементы. Изготовитель и стыковочная шахта. Да, у меня здесь больше ничего нет в доступе. Так, ладно. Давайте тогда теперь разложимся и поймем, насколько мне сейчас действительно важен этот самый Целестин. Так, ну вот пару лития я забираю. Это мне не нужно. Слабая кислота, наверное, тоже нет. Так, и что мне может потребоваться? Так. Выделенное ядро. Теперь у меня доступен новый рецепт. Дискретный микропроцессор для управления сложными электронными системами. Так, это хорошо, но давайте поймем. Так,
По идее нет, обычные ласты. Да вроде как будто бы он мне шибко-то и не нужен, этот Целестин. Он был нужен для капсулы модификации. Для этого устройства, да, вот он был нужен. Но единственное ли месторождение Целестина вот в этой челюсти? Или же все-таки я могу, например, действительно как-то найти этот Целестин несчастный в области руин инопланетных? Вопрос. Однако вопрос. Но мякоть мне волокнистая может потребоваться, поэтому ее я, пожалуй, наберу. Так, набрали. Здрасте. Как ваше ничего? Так, и да, у меня волокна теперь просто дофигища. Нужно мне на самом деле сделать... Так, во-первых, сделать перезарядку. Сделали перезарядку. Наручи. Ну и аккумулятор тогда можно будет оставить здесь. Обменять его. Вот так. Хорошо. Здесь куча кварца, куча лития останется у меня на этой базе. К сожалению, я думаю, что даже если мы сейчас двинемся в инопланетные руины, мы еще не раз сюда вернемся, поэтому крест на этой базе я не ставлю. Она мне пригодится. Так, золото, золото, золото. Я его в инопланетных руинах, кстати, не видел. Поэтому имеет смысл вот это обменять как минимум на одно золото. Так, и мне, конечно же, потребуется... Может быть, парочку. Так, вот этих убираем. И я думаю, что нужно решить вопрос с водой. Она мне потребуется. Там можно найти этих слизней. Они там есть. В инопланетных руинах, но их там не так много и не так удобно их собирать. Здесь, конечно же, все это попроще. Вот они здесь просто чилят на поляне. У них все хорошо. Ночное время суток. Парни отдыхают. Так, всего 2 я собрал, да? Не то, чтобы я хотел. Мне хотелось побольше, но да ладно. Сейчас мы сделаем воду и зарулим еще раз. Соберем еще парочку. Так, пьем. Так, где-то наверняка они есть. Вот я вижу еще пару джентльменов. Забираем. Так, ну и опять всего парочку. Ладно. С этим количеством уже можно отправляться в инопланетные руины. Нам этого хватит. С водой у нас с едой будет полный порядок. Так, хорошо. Тогда отправляемся в путь. Целестин, да, внезапно новый ресурс, который нам необходим, но пока я вот нашел только
одно местоположение. Здесь, в стартовом биоме, его больше нет. Так, я очень надеюсь, что эти 1000 метров путешествия пройдут без встреч с Левиафаном. О боже. Как я обожаю эти звуки. Просто кайф. Да-да-да. Так, но тем не менее мы благополучно добрались. Так, ну где ты там ходишь? Где-то ходит, короче, вокруг. Здесь постоянно курсирует. Так, ну и вот наш дом. Кстати, интересно, сверху я не смотрел, что за это ресурс. Похоже на соль. Но это не точно. Давайте-ка это проверим. Да, соль. Ну, соль мне пока не требуется, поэтому я запомню, что она здесь есть, но пропущу ее. Так, и значит... Возвращаемся на нашу базу. Не забудем установить точку печати, конечно же. Да, с ребризером просто шикарно сейчас. Расход кислорода совершенно такой же, как и в стартовом биоме. Так, точку печати назначили. Изготовитель здесь. Я уже больше ничего не смотрю. Так, можно сюда заплыть, посмотреть, есть ли какие-то новые модификации, что вряд ли в этой самой биокапсуле, биолаборатории. Да, но больше ничего. Так, значит, я возвращаюсь сюда, в свою базу. И вот этот самый несчастный Целестин, который мне требуется для постройки. Да, вот теперь задача, где его найти. Так, здесь у нас ничего нет. Сюда мы сложим, я не знаю что. Давайте посмотрим, где у меня. Так, здесь есть свинец и медный провод. Ячейки, снова свинец. Так, давайте немножко наведем порядок. Так, сюда мы перенесем, наверное, волокно. Так, вместе с золотом пусть будет. Хорошо, а здесь мы возьмем свинец и переложим его сюда. Предварительно, конечно же, обменяв его на титан. Так, ну и вроде бы неплохо уже становится. Так, энергоячейки. Аккумуляторы. Так, еда. Что с водой? Вода есть? Здесь пусто. А здесь медные слитки.
Что ж, медных слитков очень много, это прекрасно, но нет целестина. С этим минералом нужно что-то делать. Давайте попробуем как-то вручную поискать. А вот интересно, вот этот самый сканер, можно ли мне его как-то построить? Вопрос, строится ли он, во-первых, вне базы, внешняя теплоэлектростанция, маяк базы, солнечная панель, энергопередатчик. Нет, это не то. Внутреннее — это складской контейнер и станция сканирования. Да, это внутренняя штука. Угу. Так, хорошо, внутренняя, значит, можно попасть сюда. Медный слиток, стекло. Не хочу. Хочу построить станцию сканирования. Пусть она у меня будет здесь. Так, ее можно вращать. Ну, допустим, я не знаю. Комплект проводов мне нужен и 2 титана. Сдается мне, что вроде как ресурсы у меня на это имеются. Так, 2 титана. Нет, титана у меня походу нет, и комплекта проводов тоже. Так, ну титановые запасы я знаю где, я прям буквально на них живу. Так, комплект проводов мы делаем медный провод, комплект проводов. Еще и серебра нам нужно, да? Одну. Так, хорошо. Ну, погнали. Так, титан у нас здесь живет. По крайней мере, жил. Но что-то пошло не так, куда-то переехал. Так, вот этот я забираю. 2. Уже неплохо. Но мне, конечно же, нужно чуть больше, ребят. Вот огромные залежи, да. Я тут его ковырял просто как не в себя. Поэтому его здесь, конечно же, количество изрядно подистощилось. Ну да ладно. Забрали. Так, еще есть вариантик. Чик. Так, и мне нужно серебро. Серебром здесь дела обстоят чуть хуже, потому что рядом с базой моей его нет. А там, где оно есть, туда еще надо успеть добраться. Где-то здесь оно было, что ли. Эта мутная вода мне не очень нравится. Так, здесь, кстати, еще один моровой цветок и гнездо крабье. Ага. Чепушила. Куда ты полетел? Он меня атакует, да, я понял. Угу. Мне бы пару пушек. Так, это титан, не серебро. Да пошел ты, а? Какой противный, злобный. Ну, в общем, вот, серебра здесь нет. Зато есть соль, которая мне не нужна. Какие-то растения интересные, причудливые. Так, и чего еще? Так, предельная глубина, да, вот то, о чем я говорил, что мы здесь сильно ограничены по глубине головастика. И это одна из важнейших, приоритетных технологий улучшений, которые мне нужно сделать. Потому что иначе как я вообще здесь буду жить? Вот эти вот рыбы-иглы, их можно собирать. Вот этих дам тоже можно. Осьминогов каких-то тоже собирать, употреблять в пищу, я это уже умею. Да, вот только серебро найти бы мне. И вот оно здесь есть, пожалуйста. Собственной персоной. Забираем его. В большом количестве.
Так, ну и количество-то большое, да, но титана у меня многовато, а вот серебра маловато. Надо забрать еще. Чик. Нет. Не титана, а серебра все-таки. Так. Инвентарь заполнен. Все, ладно. Я думаю, что сейчас я уже смогу изготовить все, что мне нужно. Вообще этот биом классный, глубоководный, много здесь уровней. Выглядит все прикольно, как затонувшая Атлантида. Заходим на посадку и дом, милый дом. Прекрасно. Так, значит, я хотел изготовить, по-моему, комплект проводов. Так, мне был нужен титан. И да. Сейчас мы посмотрим. Так, инструмент строителя берем. Хорошо. Так, и чего? Ты мне покажешь какие-то точки на карте. Станция сканирования. Но как тебя использовать, я не знаю. Ну, ладно, я, по крайней мере, попробовал. Так, медный слиток, стекло. Титановый слиток. 2 штуки нужно. Так, ну да, я, кстати, человек, который может внезапно где-нибудь умереть без головастика, и поэтому лучше изготовить это все. Ну, так, титановый слиток загружаем. 2 ровно у меня получается. Медный слиток у меня есть, вроде бы должен быть. Где он у меня? Странно. Вот медный слиток. Так, еще один готовится. Готово. Так, 2 титановых слитка, 1 медный слиток у меня в кармане. Сейчас мы попробуем с вами эту всю штуку достроить. Да, и стекло. Я совсем про него забыл. А кварц-то у меня как раз таки не факт, что есть. Ну-ка посмотрим. Да, кварц есть. Но его не в том количестве, котором нужно. Всего 1 стекло я могу изготовить, а мне нужно 2. И это становится проблемой. Значит, нужно отправляться на поиски кварца. Да, слушайте. Так, аккуратно, желательно ничего не сломать в очередной раз. Где же взять этот кварц несчастный? На, что я еще вам хотел показать, ребят? Здесь есть какие-то интересные пещеры. Снова титан, снова золото. Очень много золота. И очень много серы. Хорошо, это мы можем запомнить, тем более это недалеко от нашей постройки. И снова корни.
Куда они нас ведут? Непонятно. Но вот есть кварц. Это я удачно зашел. Сейчас я его наберу ровно столько, сколько мне нужно. Так, окей. Но от головастика далеко уплывать не стоит. Так, это замечательно. Здесь что у нас? Какой-то тоже обросший моровой цветок. Посмотрите, что-то с ним здесь прям явно не то. Да. Часть корабля, часть команды здесь происходит, и это, возможно, тот самый слепящий светлячок, или как он назывался. Окей, значит, так, мне нужен еще один кусок стекла. И вроде как я уже могу здесь что-то построить. Изготовитель этот. Так, ну как по мне отсюда вот попасть сюда? Вот так, хорошо. Не понимаю, как эта штука работает. Вот так она работает, я молодец. Обнаруженные сигналы. Я понял. Хорошо, тебя бы переместить, перевернуть движение. Режим движения. Вот так тебя поставить. Все, шикарно. Ну и хорошо, тогда у нас есть Фрезия. Внезапно она обнаружила. Есть база Альтеры. Моровой патоген. Угу. Ладно, ну по крайней мере, я думаю, что будет полегче. Конечно же, это удобнее было бы делать в базе. Если бы я еще сделал лестницу, вообще было бы шикарно. Кстати, у меня она есть. Чертеж я имею в виду. Я бы мог это сделать вполне, но... Стандартные элементы, лестница. Но, к сожалению, не получится у меня ее сюда встроить, потому что уже мешается светильник этот несчастный. Сейчас мы его удалим. Так, подожди, я же не достроил. Вот это я вообще молодец. Так, подожди, настраиваем. Все, изготовитель транспорта готов. В случае нештатной ситуации головастика я смогу изготовить. Так, хорошо. Значит, светильник один вот здесь можем сделать. А этот светильник можем убрать. Нет, желательно убрать через Q. Все, разобрали. И тогда я смогу построить лестницу. Казалось бы. Вот здесь. Ну-ка. Титана не хватает внезапно, да? А где я оставил титан? Титан я оставил где-то. Там, где я находил серебро. Так, я что-то не обратил внимания, ведь это огромные отростки. Все здесь вообще рядом с моей базой. В этих самых отростках. Так, и чего? Титана не добрал. Ну да ладно. Хорошо, значит, сейчас мы достроим это все дело. Чик, и ура, у нас есть лестница. Как мне воспользоваться ей? Вот так, просто раз и сюда поднимаемся. Наконец-то у меня есть хоть какой-то вариант передвижения. Так, водичку попили. Еду поели, желательно 2 раза. Так же, как с водой, может быть, даже 3. Так, отлично. И, значит...
Так, нет питания, отключено. Почему? Потребляет много ресурсов, да? Я понял. Так, ну с ресурсами, благо дело, у нас проблем возникнуть не должно. Есть еще одна турбина, которая нам, возможно, решит сейчас вопрос. А если не решит, построим еще одну, куда нам деваться. Так, ну пробуем. Так, сюда. Ну и, допустим, все, выбрать сигнал. Да, потребление значительной электроэнергии. Так, выбрать сигнал, не понимаю, вот что за надпись. Так, хорошо, что у нас по маякам появилось? Есть головастик, есть инопланетные развалины. Есть лагерь 1, спасательная капсула, это вдалеке. Так, и вот. Ну и хорошо, как мне это... Обнаружены сигналы. Подать сигнал. Так, ничего не понимаю. Вот это, конечно, я выживальщик. Здесь использовать. Моровой патоген. 124 метра. Но это же не то я хотел, да? А нет, я его хотел. Вот, все, я понял. Отмечаем сигнал на карте, на сканере. И появляется метка. Что ж, это прикольно. И я думаю, что в следующей серии мы туда с вами отправимся. Посмотрим. Есть еще один момент, который я вам хотел озвучить, показать. Где я был, но пока не понял, как с этим взаимодействовать. Итак, где-то это было. Подожди. Где-то здесь стоит огромная башня. Вот она, одна из. Вот еще одна главная башня. И здесь есть где-то вход. Я, конечно, сейчас буду искать это долго. Но, возможно, получится. Короче, о чем речь? Есть вход в одну из комнат. Так, и, короче, там есть дверь. По-моему, я правильно пришел. Да. Вот. Ну и смотрите, есть дверь, есть рычаг, который я должен открыть, но он не открывается, потому что нет ключа, ключ сокрыт. Здесь я уже что-то забрал. Почитать мне, конечно же, это еще не удалось. Это я сделаю за кадром. Вот, но хотел бы вас я спросить, если кто-то это открывал, как это возможно сделать? Буду очень вам признателен, если вы мне напишите, как это сделать, потому что Аксумская дверь, с ней взаимодействовать я пока не могу. То ли не хватает питания, то ли действительно нужно иметь при себе какой-то артефакт, чтобы это открыть. Но она не работает. В общем, как-то так. Ну и, соответственно, исследовать очаг морового заражения было бы интересно, потому что здесь он тоже есть. И сильно попортил здесь этот биом. С этим придется разбираться. Что ж, ну а сейчас я возвращаюсь на нашу базу и будем подводить с вами итоги этой серии. Вот здесь выглядит как будто тоже то ли светильник, то ли тоже какой-то вход, но вроде бы входа нет. В общем, эта постройка очень интересная. Мне бы хотелось хоть частично узнать ее тайны. Но посмотрим. Возможно, нам это удастся сделать, если будет чуть больше информации. Пока ее немного. Что ж, на этот раз головастика стыкую. Ставлю его на подзарядку.
И отсюда могу попасть непосредственно в свою нижнюю капсулу. Классно. Целестин у нас отсутствует, поэтому достроить это я не могу, к сожалению. А хотелось бы, потому что, судя по всему, вот это вот модификационная, не знаю, капсула, как ее назвать, устройство для модификаций, по-моему, это тот самый последний шаг для того, чтобы с головастиком все у меня было хорошо. Хорошо имеется в виду в плане погружения, дальности, глубины погружения. Да, вот здесь светильник я еще могу поставить, как-то поровнее желательно. Вот так ставим. Все, свет есть, но потребление выросло значительно. И мне, конечно же, нужно поставить, я думаю, еще одну турбину. Это вообще будет не лишним. Тут, конечно, у меня полная дичь творится в плане вот этой вот постройки. Ну да ладно. Главное, что работает. Так, вот так я ее могу разместить. Мне нужен титан и медь. Хорошо. И с этим я обязательно разберусь в следующей серии. Как-то так, друзья. Вот такая вот у нас сегодня вышла серия. Тоже она была медитативная. Обошлось без жертв. Что удивительно для меня. Это не свойственно. В этой игре я просто с завидной регулярностью распечатываюсь. И как говорит одно из сообщений одного из исследователей, поменьше постарайся умирать, потому что жижи ограниченное количество, и в какой-то момент мы можем столкнуться с кризисом. Распечатывать уже будет не из чего. Вот, но сегодня мне повезло, меня никто не съел, хотя челюсти пытались это сделать. Вот, как-то так. Для Целестина требуется найти месторождение. К сожалению, есть подозрение, что на этом биоме его вообще нет, и тогда придется как-то взаимодействовать с этой челюстью, а я пока не знаю, как именно мне нужно протиснуться между этих волосков, чтобы меня при этом не съели. Это для меня пока что выглядит проблемой. В прошлый раз у меня это сделать не получилось. Что ж, с модификационной установкой тоже нужно будет разобраться. Это прямая зависимость от Целестина. Пока в остальном все выглядит неплохо. Ласты хотелось бы улучшить, но ребризер мне уже, конечно же, очень сильно помогает. Так же, как и баллон высокой емкости. Это действительно два важных улучшения. Головастик, единственное, является пока слабым звеном, потому что погружаться ниже 250 метров он не может. А самое интересное, судя по всему, начинается гораздо глубже. Что ж, ну и к моровому очагу мы с вами отправимся обязательно, потому что хочется это все исследовать дальше. Да, вот такая теперь у меня классная док-станция. Головастик присоединяется, здесь я могу его готовить. Тут у меня даже лестница есть, все, здесь еще какое-то оборудование, конечно же, можно расположить. Условный биореактор или что-то еще, что мне может помочь. Ну и, конечно же, может освещение сюда засунуть, да, потому что пока это все декоративный какой-то служебный свет. Что ж, вот так будем действовать с вами дальше. Если понравилось, ставьте лайк. Не забудьте поделиться с друзьями, возможно, им зайдет такое прохождение. Если не подписан на канал, я, мягко говоря, удивлен, почему вы это до сих пор не сделали. Не забудьте прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и получать уведомления. Ну и, конечно же, традиционно увидимся с вами в будущем. Пока.